Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курорте Анапа на берегу Черного моря. Машенька, привет! У нас новости такого плана, что доллар подорожал. Прям очень сильно. Мосбиржу решили открыть сначала в 10 утра, потом на 15:00, говорят, что не ранее. Мы стоим на берегу речки Можепсин, там вот она пошла в ту сторону, у нее русло все дальше и дальше туда смещается. Вот слышим гул самолетов, поднимающихся в небо. Плюс 4,6 показывает, в машине плюс 3 показывал. Температура воздуха. Надо узнать, какая температура в море. Что-то тут настолько ветер поддувает именно с той стороны, что как гудит, И прям очень холодно. В этом плане, но водичка кристально чистая, просто смотришь, аж душа радуется. Пойти там, где часики, тут затишка, тут лучше, потому что там, где часики потерял, это вот в том месте. Давайте замерим температуру воды. Просили, как говорится, больше позитива, больше моря. Посмотрим, ребята, сколько у вас человечков зайдет, напишет здесь на комментарии, насколько будет интересно море в понедельник с утра. Потому что сейчас все будут смотреть, что будет решаться именно в Беларуси, потому что если остановится война, будет очень хорошо, я думаю, всем. Абсолютно. Тем, кто за, тем, кто против, потому что ни один человек не может протестовать против мира. Что-то температура водички выше 7 градусов не поднимается. Больше сегодня не надо купаться? Вообще, может, домой пошли? Нафиг, что-то холодно как-то. Вот и для души, наверное, будет. Или ладно, раз уже пришел, давайте быстро окунемся и стартанем домой. В общем, друзья, сегодня мы купаться с вами будем очень быстро, потому что водичка довольно-таки холодная. Арктика! По 30 это нам не помешает. В общем, всем привет, дорогие друзья, во все ваши города. Зовут меня Юрий Азаровский. Сегодня 28.02.2022 год. Температура воды плюс 7, температура воздуха плюс 4. Это самое холодное купание. Всегда говорю самое-самое, но плюс 7 мы в этом году еще не купались. Поправляйте меня, если что. В общем, доллар пробивает потолок, а нам все равно, потому что нет его. На самом деле, сейчас вверх надо экономики именно найдем, когда холодно становится. Ребята, не повторяйте, это сегодня прям вообще огонь. Задержали дыхание в своих теплых кроватях, либо на теплых рабочих местах. Меня трясет. Камера тебя стабилизирует или нет? Раз, два, три. Это Россия! Говорил, дорогой Ашот, холод в голове. Отключаешь мозг и начинаешь понимать, что все только в твоих силах. Огнище. Прям вода как в проруби. По ощущениям, хотя даже когда я купался в купели, там водичка была потеплее. По ощущениям, потому что соленая вода, это, конечно, жесть. Но взбодрились, можно вставать! И убегать без оглядки. Вот это просто космос. Теперь выходишь, а на улице такая жара. Не поверите, очень жарко. Можно лечь вот так, где я сейчас позагорать. На самом деле у меня упал еще телефончик. Я море хотел поснимать. Будем надеяться, что волна до него не дошла. Вроде стабилизатор выжил, чуть его залило морской водой, но все мелочи жизни. Давайте вместе. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля. В общем, подпевайте, ребятки, начинаем день хорошо и правильно. Море, солнце, облака. Дай бог, чтобы все были живы, здоровы, мирного неба над головой. Чтобы как можно реже записывать видеосюжеты под гул военных самолетов. У нас не летает сейчас гражданская авиация. И на меня, кстати, накинулись, говорит, ты там в Сочи показал, там чисто гражданская авиация, флайрадар открывайте, все самолеты видно, где кто куда летает, поэтому можете не переживать. Военных самолетов мы не рассекречиваем, хотя, когда проезжал, показывал аэропорт, потому что у нас он не функционирует, именно для гражданских лиц, то мы когда выезжали, там прям в тумане огромное количество вертолетов летело. Зачем снимать?
Вот это уже другое совсем. Речка Можипсин. Здесь, кстати, была мельница, кто не знает. Сегодня как-то очень холодно, хотя обещают у нас, наоборот, плюс 13, очень теплую погоду, но пока что-то не очень. В общем, домой греться, пить чаечек. Ну и надеюсь, что сегодня мы прогуляемся с вами в Витязево, по Паралии, подышим морским воздухом, поболтаем, мои дорогие. Всем хорошего настроения. Ой, напряженные выходные прошли возле телевизоров. Ну, хотя, будем надеяться, что сейчас сядут, договорятся и все урегулируется. Как бы это очень сильно хотелось. Ну, и вы пишите свои мысли, что вообще думаете, что да как. Интересно читать комментарии, если они, конечно, будут. Всем пока. Ух.